привет! Меня зовут Патракова Ольга, и наша задача сегодня с вами сделать самый вкусный шоколадный торт, который вы в принципе ели. Для этого нам понадобится много всяких ингредиентов. Это у нас будет с вами какао, это у нас будет масло, сахар, яйцо, кофе заваренный, прямо я его варила. У нас с вами мука, разрыхлитель, ванилин, молоко. И для того, чтобы сделать крем, мы с вами возьмем шоколад, мы его измельчим, и сливки. Вы должны сейчас все эти ингредиенты видеть у себя на экране. Видите? Молодцы! Итак, первое, что нам предстоит сделать, это подготовить формы. У меня есть вот такие волшебные формы с темными донышками, нам их нужно 2. Если у вас формы разъемные, делайте как я сейчас. Если же они у вас просто обычные, неразъемные формы, то вы внутри мажете маслом и сыпете мукой. Только так. Если же нет, то тогда делайте, как сейчас делаю я. Так, ищем бумагу. Бумагу нашли. Донышко. Отрезаем бумажку. Сейчас я вам все покажу. Донышко. Отрезали бумажку. Поставили сверху форму. Прижали. Видно, как получилось? Донышко, бумажка. А пока ничем не смазываем вообще. И излишки, чтобы они нам не мешались, отрезаем. Вот, слышно, да? Волшебный звук. Волшебный просто. И второй раз то же самое. Вам же одного раза мало было, по-любому. Приятного должно быть больше. Также открыли форму, закрыли форму и обрезали излишки. Я советую дома делать точно так же. Сначала подготовить формы. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать нам с вами, первое формы. Второе, включить плиту. Я уже включила, она в соседней комнате, там у меня плита. Вот, она в соседней комнате. Включить плиту, и плиту нам надо будет с вами включить ровно на 170 градусов. И это вот один из важных моментов, почему может не получаться выпечка у нас с вами. Потому что все плиты пекут по-разному. И надо, чтобы плита ровно 170, плюс-минус небольшой пекла. В идеале бы купить независимый прямо термометр и туда засунуть и измерить, где у вас 170 градусов. Это было бы хорошо, это было бы прям волшебно. В противном случае может температура отличаться. Или верх печь меньше, низ печь больше и так далее. Если у вас все хорошо, то нужно 170 градусов, верх-низ включаем, чтобы нагревалось, и вентилятор. Но, вы знаете, по поводу вентилятора тоже бывают разные вентиляторы. То есть бывает так дует, что прям все вообще там все сдувает. Тогда не надо вентилятор. Понятно, да? Дальше мы все ингредиенты полностью взвешиваем на весах. Итак, первое, подготовили формы. Второе, включили духовку. И третье, взвесили все ингредиенты. Я вас умоляю просто именно в таком порядке. И ингредиенты сначала все взвесить, а потом делать все остальное. Понятно? Договорились? Отлично. Дальше нам с вами предстоит достаточно сложный момент. Нам надо взять кофе, который я сварила, добавить туда молоко, 100 грамм по рецепту, довести до кипения на плите, можно в микроволновке, не имеет значения, и заварить нам какао. По поводу какао тоже часто очень меня спрашивают, какой какао брать. У меня вообще навороченный какао, прям классный какой-то, вот специальный прям какой-то такой, потому что у меня другого нет. Но из покупных я, если пользуюсь только одним единственным. Это золотой ярлык. Зеленая упаковка, золотой ярлык. Спасибо рекламе золотого ярлыка, они мне не заплатили. Вот. Но по правде это один из нормальных какао, которые вообще в принципе продаются в магазине, в обычном. Так, вот оно, я надеюсь, когда-нибудь закипит все-таки. Ждем. В этот момент я всегда рекомендую научиться делать умное лицо. То есть
работа кондитера, она вообще бывают такие паузы, которые ты, конечно, что найдешь делать, но отвлекаться тебе нельзя. Ты должен смотреть, чтобы молоко не убежало, кофе не убежало. И вот в этот момент, когда ты замираешь, стоишь, ждешь, то есть такой, вот в этот момент почему-то вся семья срочно на тебя набегает, она думает, что им нечего делать, тебе нечего делать, то есть тебе нечего делать, ты вообще-то тут как бы занят. Вот. И начинают срочно, этому ключи найди, этому там, не знаю, рубашку постирай, этому там рюкзак собери, ой, мама, я хочу кушать, а бутербродик не намажь и так далее. Итак, с этого момента мы начинаем приучать семью, что я занят. Делается это таким образом. Итак, смотрим, репетируем умное лицо кондитера, задумчивый взгляд, серьезный задумчивый взгляд. Смотрим в миску сначала в одну сторону, потом в другую сторону, а потом задумчивый взгляд наверх. И вот так повторяем, короче, в одну, в другую и наверх. Вот так вот. Ну, шучу, понятное дело. Просто стоим, ждем, что сейчас закипит, наверное. Ох. Меня вообще раздражает, когда все так долго кипит. Вас не раздражает, так должно быть, это нормально. Это нормально, кипит. Ничего не поделаешь. В жизни так же все. Ждешь, а оно не происходит. Ну сейчас. Все, я вижу уже, вижу, закипело. Практически. Все у меня уже закипело, все практически. Я вываливаю какао. Вот просто так беру и вываливаю его. Вот туда просто вот насыпала и все. Дальше перемешиваю. Вот я выключила плиту. Перемешиваю. И надо дать ему еще остыть немножко. Так, ну что мне тут перемешивается вообще? Не сказать, что оно как-то прям особо перемешивается. Ну, у вас также, я думаю, перемешивается, как и у меня. Пена это сверху, да? У вас тоже пена, да? Ну, так должно быть, это нормально. Здесь блендер, можно блендером, конечно, там поделать. Можно вилкой всяко. Ну, блендер еще пачкать. Зачем надо? Он ложкой. Нормально будет. Так. Ох. Ну, вот примерно, наверное, так вот. Заварилось оно, заварилось. Вот. Это было самое сложное, что нам сегодня предстояло. Все остальное прям вообще ерунда. Не, ну самое сложное, по правде, ингредиенты взвесить. Ой, меня вообще раздражает, я вообще не могу. Вот. Ну ладно, у меня-то большой коллектив. Я на кого-нибудь возьму и скину обязанность взвешивать ингредиенты. Так. Ну вот, все, да? Так, дальше что мы с вами делаем? Первое. Берем сахар, высыпаем в миксер. Берем масло. Туда же тоже в миксер, ну, кладем. Аккуратно перемешиваем. Перемешиваем, это значит на небольшой скорости, тихонечко, чтобы оно просто немножко перемешалось. А так теперь поближе, наверное, снимем, как оно перемешивается. Когда немножко перемешалось, уже можно добавлять яйца. Все сразу прям так и бросаем. Итак, я вижу, что у меня часть масла прилипла к стенкам и не хочет оттуда никак не хочет вообще дружить с остальными ингредиентами. Поэтому я залезаю вручную и прямо ложкой там всех собираю в кучу. Если у вас ручной миксер, вы просто руками всяко делаете и все. И взбиваем. Хорошо прям взбиваем. Долго-долго. Ну, вроде взбивается, это хорошо. Как только масло превратилось просто в масса превратилась просто в масло, да?
Видно, да? Вот оно. Уже яйца не видно. То, в принципе, это уже достаточно хорошо. Уже, в принципе, нормально все. Так, что нам надо дальше сделать? Мы дальше с вами должны смешать муку, разрыхлитель, ванилин. Это белый порошок. Не сахар ванильный, а ванилин. Прям белый порошок. И соль. Соль я специально взяла. Показать, сколько я беру. Вот прям совсем чуть-чуть. Видно? Добавили соль и теперь перемешиваем. Можно ложкой, можно вилкой. У меня есть понтовый венчик. Нам надо, чтобы у нас разрыхлитель прям хорошо перемешался. Прям перемешался. Потом вы перемешали один раз, подумали, такие, Оля сказала, хорошо перемешать. Давай еще разок перемешать. Еще раз перемешали. Такие думали, разошелся там разрыхлитель, не разошелся. Оля сказала, хорошо перемешать, поэтому еще разок. Давайте. Хорошо. Вы же вместе со мной готовите, я надеюсь, да? Вот. Хорошо, прям перемешать. Ну все, хватит перемешивать, нечего тут выпендриваться так долго. Теперь нам надо как-то это все туда засунуть. Так, чтобы у нас еще как-то там все осталось. По правде, вы знаете, в этот момент всегда авторы пишут, там обязательно начать сухими там, или мокрыми. Нам, вот что нам надо-то, вот какао-смесь у нас осталась и сухие ингредиенты. Все, вот нам надо это все в миксер засунуть. По правде вообще не имеет значения. Надо как-то все засунуть и в духовку уже. Какие там первые, какие вторые, там в 3 приема, в 4 приема. Вообще все равно. Ну, традиционно я с мокрых начинаю. Не имеет значения. Ну, мне так нравится больше. Аккуратненько. Добавляем. Сейчас поближе снимем, как мы добавляем все. Аккуратненько. Добавляем. Ничего не перемешиваем, сразу сухие, сразу, ничего там взбивать не надо. Перемешали. И мы уже в этот момент торопимся. Вы видите, что как будто бы я не домешала. Мне кажется, что миксер мне прям очень медленно смешивает. Надо как можно быстрее, потому что там разрыхлитель, все, он уже работает. Он уже свои пузырьки там выпускает вовсю. Как только может. Итак, я поэтому домешиваю вручную. Мне почему-то кажется, что быстрее. Мне кажется, по факту, может, и не так. Делим на 2 формы. Вот у меня микроформы тут где-то они сантиметров по 16, наверное. Быстренько, как можно быстрее. И бежим. Ну, короче, летим в духовку. Выйдем из положения так. Так, проверяем визуально, чтобы было одинаково. Масса волшебная, шоколадная. Боже мой, какая она вообще вкуснейшая. Я вас уверяю, и еда у вас будет вкуснее. Итого торт будет тоже классный. Вот здесь, мне кажется, многовато. Я сюда переложу. Дальше для того, чтобы они поровнее разошлись. Ой, громко как. Постучу и покручу. Сейчас я вам... Так, видно? Раз. Я побежала в духовку, сейчас приду. Поставили в духовку и где-то 20-25 минут примерно мы ждем. Ну, как ждем? Мы вообще-то заняты, мы вообще-то торт готовим с вами. Видно, что я прибралась. Вы дома тоже таки прибрались, все убрали. Я поставила все в раковину и дальше тут такая разговариваю. Вы можете и помыть, успеете. Вот. Можете не мыть. Зачем мыть? Господи, они торт будут есть. Ну, кто там, родные, близкие, помоют, что? Дальше нам надо приготовить с вами крем. Я рекомендую шоколадные торты есть с шоколадным кремом. Я уж такая вот, да, старомодная. Шоколад с шоколадом ем. Взяли шоколад, взяли сливки, все у вас есть, все написано, сколько чего. Греем сливки. Могу сказать, ладно, шоколад 150, сливки 150 тоже. Вот. А шоколад желательно темный, измельчить. У меня специальный навороченный шоколад такими маленькими капельками. Вкусный. Я сейчас есть не буду, я худею, как обычно все кондитеры худеют. Вот. Измельчить. То есть не плитку прям взяли, не поломали на большие такие кусочки. Нет. Прямо ножиком сидим, как будто бы, не знаю, морковку стругаем. Или там капусту шинкуем. Вот, наверное, больше всего похоже на капусту шинкуем. Капусту нашинковали, положили в мисочку. Вот. В такую красивую прозрачную мисочку. Ждем. Сливки ждем. Нам надо, чтобы они закипели. Ну,
я бы так сказала, по-правильному, если прям по-модному, то есть они должны чуть-чуть не дойти до кипения, чуть-чуть не дойти, ну то есть где-то примерно градусов 80-90, то есть момент перед кипением, вот когда они закипают, знаете, да, как они такие сюда бурлят, уже такие подготовились, вот нам этот момент нужен. Ну и про умный вид опять напомню, да, пока ждем сливки, отвлекаться же нельзя, поэтому репетируем умный вид. Задумчивый взгляд, посмотрели в мисочку, в одну сторону, в другую и на потолок. Это чтобы семья нас с вами не доставала. Ну что, кипит, не кипит, у меня вообще работает плита? Работает плита. Ну ждем, что? Могу вам, не знаю, станцевать что-нибудь. Парарарам, пам-там. Танцую я не очень, да. Готовлю лучше. Значительно. Ой. Ну что? Сливки, кстати, жирные берем. 33% берем. Пармалат какой-нибудь там. Что там, какое-то чудное озеро. Или ну что там еще бывает? Какой-то там. Ну, что есть, в общем, то и берем. Сейчас плохо с продуктами, сами знаете. Вот. Все, я слышу, слышите, да? Закипает. Почти до кипения довели сливки. То есть вы должны видеть прям, как они там. Не видно уже. Ну, в общем, шипело там, честно, поверьте мне. Выливаем горячие сливки в шоколад. И от горячих сливок шоколад должен растопиться. Вот. То, что мы сейчас делаем, очень модно называется ганаж. Ганаж. Это он. Их много вариантов, но это один из. И осторожненько помогаем сливкам проникнуть в шоколад и растопить его. Для этого перемешиваем это все. Ну, как-нибудь перемешиваем. И наблюдаем, как оно из каки вот такой вот непонятного цвета превращается в красивый шоколадный такой массу, такой массу. Вот. Проверяем, оно жидкое, оно должно остыть немножко, это мне не до конца разошлось, сейчас я еще чуть-чуть помну. Если мало ли у вас комочки, например, сохраняются, не расходятся, микроволновку можно поставить на несколько секунд. До плите можно еще догреть, например. То есть, в принципе, это возможно. Вроде все, да? Да. И убираем в холодильник. Нам надо, чтобы оно остыло. Здорово, супер испеклись, прям супер шоколадные. Небольшой горбик, ну ничего, все хорошо, горбик нормальный горбик. Нам с вами надо остудить до комнатной температуры в форме, потом засунуть в холодильничек, ну где-то на полчасика примерно, тоже в форме, для того, чтобы наш бисквит не упал, не осел, ничего с ним не стало. И только после этого мы их достаем. Аккуратно ножичком я отрезаю бисквит от боковиночек. Ведем четко, прям по железочке ведем. Раз, второй. Так, ну вроде отрезала. Дальше что мы с вами делаем? Смотрите. Открываем форму до самого конца. Из стороны в сторону, чтобы точно оторвалось. Видно? И достаем наш бисквитик. Раз. То же самое делаем со вторым. Открываем до конца. Так, как поставить-то? И второй. Отлично. Вы видите, да, что у них сверху как горбики такие появились. Мне эти горбики, в принципе, вообще не нужны. Мне же надо, чтобы они друг на дружке лежали. Поэтому я беру и эти горбики сейчас аккуратно срежу.
просто ножом возьму и срежу, да. Куда я их положу-то, кстати? Сейчас на тарелку схожу, положу, чтобы было куда положить. Вот, раз. И вот два. Еще раз напомню, что к моменту, когда вы режете, у вас должен быть прямо уже остывший бисквит. Что у меня вот, походу, не до конца остыл. Это как-то он немножко тепловат. Так, все, я ушла за тарелкой, сейчас приду 5 секунд. Тарелка есть. Осторожно, верхушечки я снимаю. Ну, это семье, кому еще-то? Чтобы они тут как-то пережили. У нас получился обалденный, нежнейший, красивейший бисквит. Он очень сочный, его не надо пропитывать. Ну, прямо если очень хочется, тогда каким-нибудь алкогольчиком. Коньячок, что-нибудь такое. Итак, что мы делаем с вами? Мы осторожно отделяем. Итак, красивый низ кладем вниз. Ну вот. Дальше берем уже застывший наш ганаш. Половинку выкладываем. Аккуратно распределяем. Да, вот так ложкой прям все. Я как бы вот так вот делаю. Как бы вот так вот делаю. Давайте сюда встану, что не видно ничего, как я тут делаю. Вот так вот. Как бы кружочки такие рисую, он распределяется. Мне кажется, мне все прилипает, но чтобы до краев дошел. Так, берем второй кусок, переворачиваем. И вот этой стороной я сейчас буду делать его наверх. Смотрите. Аккуратненько. И наша красотулька. Вам уже вкусно? Мне вообще, я не могу, мне же пахнет еще. Вот. И оставшийся ганаш выкладываем сверху. Также аккуратненько мы его распределяем. Нашу кучку. Удобнее, если у вас железная, кстати, ложка, она меньше липнет. Так, и украшаем сверху, ну, чем Бог послал, как по-другому сказать-то. Сейчас я красоту наделаю. Так, ну что, у меня есть клубника. Можно, в принципе, клубниками украшать по кругу, например, да. Можно, например, травой. Сейчас модно, кстати, травой, какие-то, не знаю, какие-то все, какие-то цветы в торт засовывать. Все можно, да, можно травой, тоже по кругу, тоже красиво. Я решила украсить торт нарезанной клубникой. Итак, берем клубнику, режем на 4 части, удаляем всякие вот эту зеленушку непонятную и просто кладем горкой сверху. Боже мой, какая вкуснота!